Конфуций и карьера менеджера. Конфуций про развитие ученого мужа. Социальный лифт Китая с древности до наших дней. Уважение к образованию в Азии. Китайский дракон охотится на книги. Уже половину столетия производство всего на свете находится в странах Азии. Много ли неазиатских промышленных центров мы можем назвать? Провинции Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура представляют собой сплошные промзоны. За ними подтягиваются Таиланд и Вьетнам. Взяв европейские знания, технологии, азиаты научились создавать бытовую технику и электронику, самолеты и корабли, промышленное оборудование, станки и машины. Не одно десятилетие азиаты прокачивают науку и образование. Научные центры и престижные университетские кампусы теперь не только в Беркли, Гарварде или Стэнфорде, но и в Токио, Шанхае, Сингапуре, Сеуле, Тайбэе и Бангкоке. Так, стоп, разве десятилетия? Ведь к научному прыжку в Азии готовились 2500 лет. Настало время и да, во всем виноват Конфуций. 6 искусств Конфуция. Учитель сказал: направь свою волю на достижение правильного пути, придерживайся принципов морали, поступай в соответствии с человеколюбием, упражняйся в искусствах. Конфуций, Лунь-Юй. Искусство – это 6 искусств, классические в конфуцианстве умения: знание ритуала, музыка, стрельба из лука, управление колесниц, письмо, математика. Во всем виноват Конфуций. Приглядимся к 6 искусствам Конфуция и вспомним японское бусидо. В эпоху становления Японии пути воина, как культурного явления, идеал умного и сильного человека формировался под влиянием именно конфуцианских канонов. 6 искусств – китайский стандарт развития гармоничной личности. Такой человек приносит пользу семье, клану и государству. А набор навыков таков, что найдет свое место в любые времена. И Конфуций говорил об этом, только задумайтесь, в VI веке до нашей эры. Уже тогда владение математикой было мейнстримом. И если 1000 лет какую-то идею произносить просто в поле, даже в этом случае вас услышат птички и прочие лягушки и разнесут слова по миру. А ведь Конфуция была сильная школа и многочисленные последователи. Но что много важнее, учитель Кун на личном опыте показал, как умный человек может получить социальный лифт. Кунцу родился в знатном роде, но скоро отец умер. Из-за интриг мальчик с матерью стали жить сами по себе, вне клада, в бедности. Но мать рассказывала сыну про отца, и ребенок занялся самообразованием. И Кунцу добился успехов. Он успешно сдал экзамен и стал важным чиновником, а со временем советником императоров. Неплохая карьера для мальчика, который в детстве не был уверен, что на ужин погрызет хотя бы сухую корку. И ведь в активе у него были только рассказы про отца и горячее желание учиться. Конфуцианство как религия. В течение веков конфуцианство стало мощнейшей идеологией, даже религией, не только в Китае, но и по всей Восточной Азии. То есть человек обрел религиозный статус за идеи о правильном поведении личности и грамотном устройстве государства. Конфуцианство от других религиозных течений отличает важный момент. Учение учителя Куна заточено на самосовершенствование и служение обществу. То есть человек должен стремиться стать лучше, умнее, человечнее и применять свои навыки на благо общества. Тут ни слова о богах, но очень много о работе над самим собой. Шли столетия, со временем список 6 искусств стал короче. И что в нем осталось? Знание ритуалов, музыка и поэзия, документы и письмо, гадание и история. Мы видим знания, необходимые для всесторонне развитого по тем временам гражданского человека. Военная составляющая стала опциональной. Потребность в учебных людях была очень велика, а знаний становилось все больше. Обучать чиновника военному делу просто не было времени. Но по-прежнему любой гражданин мог сдать государственный экзамен и получить неплохую должность. Кстати, о важности этого этапа. В состав комиссии совсем неформально входил император. А что военные? Неужели про них забыли? У военных были разработаны свои стандарты, с упором на владение оружием и знание тактики войны от Сунь-Цзы. Но принцип был тот же. Успешно сдавший экзамен становился офицером. В течение веков Китай черпал управленческие кадры не только в аристократии, но и среди самых обычных незнатных людей. Фактически любой человек мог сделать карьеру. В некоторые периоды китайские императоры целенаправленно делали ставку на выходцев из простых кругов. Из способных людей снизов формировался целый управленческий класс, который руководил страной и армией. Эти люди противостояли дворянству и были преданы императору, который дал им путевку в другой мир. Карьера крестьянского сына. Представим обычную крестьянскую семью в средневековом Китае. День сурка, рис посадили, рис собрали, снова посадили, снова собрали. В семье рождается сын по имени, например, Ван Юй. Лет 5 родители отводят его в конфуцианскую школу или буддийскую, обе бесплатные, кстати. В школе учителя обнаруживают в мальчике способности к знаниям. Спустя 15 лет обучения наш Ван Юй успешно сдает государственный экзамен и получает должность, но смотрителя за ирригационными каналами. Такие Китае серьезная тема, кстати. Помним, рис – основа жизни.
А еще спустя 20 лет мы видим Ван Юй на должности управляющей провинцией, губернатор по-нашему. По факту это прямой представитель императора и его правая рука. Для региона Ван Юй абсолютный властитель. У него реальная власть, именно он приказывает строить каналы и дороги, руководит сбором налогов, организует охрану проходящего через его провинцию в шелковые пути. Немыслимая карьера в любое время, и только за счет знаний и навыков. Что характерно, такие истории совершенно обычны для Китая в течение 2000 лет. В Азии знания – билет в будущее. С древних времен в Китае работает принцип: если человек сдает экзамен, он получает уважаемую должность и может сделать карьеру. Такая система просто мегаэффективна и стимулирует население фантастическую тягу к знаниям. Одно дело учить непонятные буковки с мыслью, что мне в жизни это все равно не нужно, и совсем иначе, когда есть вполне конкретная цель в виде престижной должности, которая становится доступной после успешного экзамена. Добавим сюда мощнейший прессинг со стороны всего клана. Не хочешь всю жизнь ковыряться в земле, иди грызи гранит науки. Конечно, коррупция, покупка должностей и прочие радости процветают, но к управлению страной действительно привлекаются лучшие из лучших. Любой человек видит, как сотни простых людей из никого становятся уважаемыми. Ни для кого не секрет, что пропуском в новый мир стали знания. Тем временем Китай ведет экспансию по всей Азии. Поднебесная империя оказывает на регион колоссальное культурное и экономическое влияние. Вместе с армией приходят караваны с товарами, ученые и поселенцы. В Гетто корейцы и японцы получают китайские знания и технологии. По всей Восточной Азии распространяется система государственного управления, которая черпает кадры в выходцах из низов. В течение тысяч лет подобный принцип в разных вариациях мы увидим в Корее и Японии, на Тайване и во Вьетнаме. В результате 26 веков поколения людей в Восточной Азии рождаются с пониманием, знания помогают делать карьеру. И этот путь доступен для всех, любой имеет право попытаться сдать экзамен. Этот конфуцианский принцип живет в сердце любого азиата и реально воплощается на практике. Учеба в странах Азии сейчас. Посмотрим на страны современной Восточной Азии. Везде, куда куда-то добрались китайские армии, чиновники и проповедники, мы увидим в людях мощнейшее стремление учиться. Конечно, сейчас даже образованные корейцы и японцы вряд ли проведут параллели между конфуцианскими принципами достойного человека и современной тягой к знаниям. Но это как желание дышать. Мы ведь не анализируем, мы просто делаем вдох и выдох. Азиаты также учатся. В обеспеченных азиатских семьях родители начинают планировать карьеру ребенка, когда тот еще в утробе матери. В 3 года ребенка готовят к поступлению в правильный детский сад, потому что из него проще поступить в хорошую школу, которая поможет поступить в университет, где даже на платном отделении конкурс по 200 человек на место. Потому что хороший университет даст знания и диплом, они позволят найти хорошую работу. Конечно, в обеспеченных семьях стартуют в более выгодных условиях, но важно то, что дверь открыта для всех ищущих. Алиса бежит за знаниями. В сказке Льюиса Кэрролла «Алиса Зеркалье» Алиса разговаривает с Черной Королевой. «У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех ног, непременно попадаешь в другое место». «Какая медлительная страна!» — вскричала королева. «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же месте». Эта цитата известна в другом варианте. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Слова Алисы прекрасно характеризуют отношение азиатов к учебе. Если продолжать аналогию с бегом, то представьте народы, которые 1000 лет выделяли тех, кто бегает лучше, быстрее, дальше. Система тренировок построена так, что бегун выдавал максимум, а мотивированы люди на результат за пределом человеческих возможностей. Понятно, что спустя несколько поколений таких бегунов не будет равных на любой дистанции. Именно это происходит с образованием в Китае, Южной Корее, Японии, Сингапуре, Тайване. Там будущее уже наступило. Китай задает темп, а всем развитым странам приходится бежать, что есть сил, иначе забвение и поглощение. Потому в Азии престиж образования просто запредельный. У ребенка есть возможность учиться, он готов жить за учебниками. С другой стороны, чему тут удивляться? Понимание пользы образования в странах Восточной Азии приставалось тысячелетиями. Вспоминаем, учение Конфуция стало религиозным культом, тяга к знаниям на уровне смысла жизни и веры в высшие силы. В средневековой Европе ученых книги сжигали. В Российской империи закон о кухарских детях закрыл крестьянам социальный лифт, чтобы слишком умными не были. Тем временем в Китае крестьянские дети учились и делали карьеры. Это для нас Китай стал всемирной фабрикой не так давно. Для китайцев же это всего лишь повторение прошлых достижений. Поднебесная уже не раз была центром мира. Еще во времена Римской империи Китай экспортировал рис и шелк, железо и соль, посуду и оружие, идеи и научные знания. Сейчас в некоторых странах в школах физику и математику заменяет физкультурой и уроками труда. Физическая активность полезнее, а собирать табуретки даже интересно. Тем временем в странах Азии дети по 15 часов в сутки сидят над учебниками. Да, детства у них нет. Но спустя 10 лет один вьетнамский рабочий с инженерным дипломом
На станке с ЧПУ из Китая за смену произойдет 1000 табуреток. А потом товары с пометкой Made in China, Таиланд, Japan, Вьетнам и так далее мы увидим на полках наших магазинов. Кстати, ваши айфоны и айпады, скорее всего, собраны в Таиланде и Вьетнаме. В 21 веке конфуцианский принцип набора кадров появляется еще сильнее. Правда, тех самых лучших из лучших уже так много, что из отличников выбирают по самым немыслимым параметрам. И по многим дисциплинам мы даже не в состоянии осознать глубину пропасти. Уже давно Азия стала фабрикой мира. Знание мира тоже все больше концентрируется в Азии. И процесс остановить невозможно, потому что маховик начал раскручивать ее еще в Конфуций 26 веков назад. Основу сегодняшнего научно-технического рывка учитель Кун заложил именно тогда. Поколения азиатов рождались с пониманием: знание – твой шанс к успеху. Сейчас настало время, когда ценность знаний растет в геометрической прогрессии, и азиаты за этот шанс цепляются зубами и когтями. С вами был Серпин. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.